Так, вот баг, который связан, мне кажется, с портом I2C One. Баг Voice Pyramid. Подключено два энкодера. И если я их меняю местами, ну и в коде, конечно, меняю инициализацию правильно, то вот смотрите, правильно включены светодиоды, все как и должно, но работа самих энкодеров неправильная. Вот смотрим на экран. Этот работает, потому что он в I2C Non-Zero включен. А вот этот странные выдает значения. Назад, еще раз назад, ничего не выдает. Теперь вперед, ничего не изменилось. Еще раз вперед. О, появился 0. Теперь еще раз вперед. И теперь давайте 4 раза вперед. 1, 2, 3, 4. Ничего не изменилось. Давайте назад. 1, 2, 3, 4. Если я еще раз назад один сделаю, то появится уже минус 256. Ну вот zero. И еще один раз назад. Так что смотрите, внутренний счетчик, контроллер правильно работает. Вот. Проблема либо с драйвером, который обслуживает вот I2C порт 1, который в основании пирамиды. Давайте для чистоты эксперимента вот что сделаем. Переподключаю устройство и давайте изменю программу. Один подключаем в I2C 0, другой в I2C 1. Посмотрим, код правильно инициализирует или нет. Да, вот I2C 0, I2C 1. Все отлично. Код очень простой. И вы видели, что... Давайте теперь запустим. Вы видели, что команды включения светодиодов там определенным цветом, они срабатывают. Вот. Все правильно. Зеленый и так далее. Вот. Показали значение энкодер 0,0. Давайте теперь тот, который не работал, который я теперь подключил в I2C 0, он теперь работает. Вот, прекрасно. Зато вот у этого энкодер перестал работать. Смотрите. Вперед. Еще раз вперед. Теперь назад один. Еще раз назад. Так. Ну я перескочил, да, вот 0. Еще раз назад. Так, дважды нажал. Теперь вперед один. Еще раз вперед один. Еще раз вперед один. Не изменяется значение. Причем внутренний счетчик внутри юнита все работает там с контроллером. Вот такая странная ошибка. Давайте посмотрим на код. Код одинаковый. Два условия. Ну, вы видели, что перестает работать. Код я не меняю, но работа частично меняется в зависимости от того, в какой I2C ты подключил. В Base Voice Pyramid или в контроллер. Из контроллера все работает, а через Base Pyramid некоторые команды не работают. Код простой, я его, вот можно посмотреть еще init. Повторить его можно без проблем. Самим плюс я этот проект расшарю. И ссылку на него помещу в описании этого видео. Мне очень интересно, что же здесь не так. И многие юниты, которые я подключаю в Base, они работают. Вот я только с энкодерами нашел такую проблему. Полагаю, что такая проблема есть и с какими-то другими блоками, функциями. Просто не все смог попробовать.